Глава 170. Хуачен поднес ладонь с сидящей на ней бабочкой к уху селяня. Малютка шевельнула серебристыми крыльями, и принц услышал голос Пэймина: «Глупышка, ты не слышишь никаких странных звуков, должно быть, все дело в богатом опыте Пэймина в заигрывании с женским полом». Даже зная, что он не питает к Бань Юэ никакого интереса, сложно было удержаться от определенных подозрений. Девушка расстроенно ответила: «Я не глупышка. Слышу. Звук такой странный, мне кажется, это не генерал Хуа». Ну, разумеется, нет. Ведь это же стук поломанных ног по земле, с которым передвигается Сюань Цзи. Спустя всего несколько ударов Бань Юэ и Пэймин замолчали, а храм заполнился безумным женским смехом. Хи-хи, хе-хе, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Смех пролетел гулким эхом по пустому подземному городу, а переданный через серебристую бабочку дополнился небольшими помехами, отчего стал еще более жутким. Очевидно, он принадлежал Сюань Цзи, которая наконец увидела Пэймина, и безумная радость смешались в ее душе с болью и ненавистью. Но ведь бабочка вела ее в другом направлении. Спросил Селянь. Хуачен ответил: а она оказалась умнее, чем я ожидал. Сюань Цзи отправилась в погоню за бабочкой с поразительной прытью, но, оказавшись в самом конце длинной улицы, ничего там не нашла. Будучи боевым генералом, который не раз участвовал в сражениях, она сразу поняла, что кто-то водит ее за нос. По логике вещей, демоница должна была бы сразу вернуться к Цзэжуну, однако все ее мысли заполнил Пэймин, и она бросилась в противоположном направлении, выбросив своего хозяина из головы. Селяню это показалось смешным до такой степени, что не описать словами. Он поскорее вывел за собой спасенных пленников и поспешил к центру города, в храм Уюна. Сюань Цзи ждала Пэймина слишком долго, ужасно долго. По одному ее смеху уже можно было представить, какое безумное выражение сейчас застыло на ее лице. Пэймин, должно быть, тоже был немало потрясен ее появлением. После долгих мгновений удивления он, наконец, заговорил: «Ты». Сюань Цзи издала угрожающий злобный смешок. Но вот незадача, помолчав еще секунду, Пэймин спросил: «Ты кто?» От переполнившей ее ненависти голос Сюань Цзи сделался визгливым и дрожащим. «Ты. Ты намеренно решил меня взбесить. Как ты осмелился спросить, кто я?» Селянь стер со лба капельку холодного пота. «Да быть не может, генерал Пэй». Он это специально или на самом деле не вспомнил ее? Хуачен ответил: «Боюсь, последнее». Все-таки, если верить слухам, за сотни лет Пэймин соблазнил по меньшей мере 1000 красавиц, как он мог запомнить каждую? Не говоря уже о старой любовнице, с которой виделся несколько сотен лет тому назад. Помимо прочего, в инциденте со злым духом новобрачной на горе Юйцюнь он поручил разбираться Сяопэю, а сам даже ни разу не явился на встречу с виновницей. Сюань Цзи забормотала себе под нос: «Верно. Ты просто хочешь вывести меня из себя. Но я не поддамся на уловку. Ха. Решил меня обмануть, сказав, что не помнит. Решил меня обмануть. Ха-ха». За бормотанием вновь послышался ее визгливый голос: «Пэймин, кто эта мелкая мерзавка? Твои требования к женщинам всегда были так высоки. Что на этот раз решил изменить своим вкусом, Бань Юэ, а Пэймин, а?» Оба вопросительно ахнули, но злоба в голосе демоницы, похоже, всколыхнула воспоминания Пэймина. Он с сомнением спросил: «Сюань Цзи, что с тобой стало?» Тут и Селянь вспомнил, как сейчас выглядит Сюань Цзи. Растрепанные распущенные волосы, глаза горят злобными красными огнями, подол красного свадебного платья перепачкан в грязи, передвигается женщина подобно крокодилу, медленно и коварно проползая по земле. Примерно такую картину они с Хуаченом только что лицезрели сами, и этот образ поистине невозможно было связать с той женщиной-генералом, исполненной великолепия и доблести. Вопрос Пэймина привел Сюань Цзи в ярость: «Что со мной стало? Ты еще смеешь спрашивать, что со мной стало? Да ведь это все твоя вина, все это ради тебя». Хуачен внимательно слушал, и ни малейший звук не мог укрыться от него. Она набросилась на защитный круг. Селянь, впрочем, не волновался, Жайо выдержит атаку. И верно,
От серебристой бабочки послышался удивленный вскрик. Наверняка лента отбросила Сюаньцзи прочь, и та отлетела на дюжину чжанов. Затем раздался голос Пэймина. Отличным артефактом владеет его высочество. Я тоже как-нибудь сделаю себе такой. Селянь про себя произнес: если бы ты знал, как именно он создан, ты бы так не говорил. Но эта мысль еще не успела стихнуть, как Пэймин закричал: ты что творишь? «Стой!» — в ответ раздался возглас Сюаньцзи. «Даже не думай спрятаться от меня, бабах!» Селянь изумленно вопросил на бегу: что это за звук? Что-то рухнуло. Что натворила Сюаньцзи? Хуачен, который все время бежал бок о бок с принцем, ответил: она обрушила храм. Каменная крыша обвалилась. Оказывается, когда же ее откинула прочь Сюаньцзи, демоница, не в силах попасть внутрь защитного круга, разъярилась до нельзя, вот и обрушила целый храм. Селянь спросил: генерал Пэй и остальные уцелели? Бань Юэ и Ся Пэй ведь тоже там, в особенности принц беспокоился за последнего, ведь того, как простого смертного, могло и вовсе раздавить в лепешку. «Все в порядке». Пэймин их защитил, ответил Хуачен. В тот миг, когда каменная крыша с грохотом рухнула, Пэймин стал живым щитом для Бань Юэ и Пэйсу. Селянь выдохнул с облегчением: ну вот и славно. Защитный круг ей все же не прорвать. Тем временем Пэймин, одним ударом разбив каменную плиту, которая его придавила, в гневе воскликнул: что ты сходишь с ума? Да обрушь ты хоть небеса, тебе не пройти за пределы круга. Но Сюаньцзи лишь громко и переливисто захохотала в ответ. Бань Юэ испуганно вскрикнула: генерал Пэй, берегитесь, Пэймин, ЧТ. Все случилось в считанные мгновения. Селянь еще успел расслышать посреди воцарившейся суматохи звук острого лезвия, пронзающего плоть. Вне всяких сомнений, Пэймина ранило. «Что такое?» — воскликнул принц. «Кто пронзил генерала Пэя мечом?» «Защитный круг прорван». «Не может быть». «Погодите-ка, меч!» В одно мгновение Селянь понял, какова была настоящая цель Сюаньцзи. Так вот в чем дело. Сюаньцзи, отсмеявшись, ледяным тоном бросила: кто сказал, что я стремлюсь пройти за пределы круга? Послышался другой, неизвестно откуда взявшийся голос, который тоже захохотал: «Эй, Пэймин, смотри-ка, кто здесь?» «Твоя старая любовница, Сюаньцзи Жунгуан». Выходит, Сюаньцзи разрушила храм вовсе не потому, что обезумела от злости, не из желания прорваться в защитный круг. Она хотела обрушенной крышей разбить два глиняных горшка, которые Бань Юэ поставила рядом с собой, и выпустить заточенных внутри демонов, чтобы те атаковали противника изнутри укрытия. Жунгуан выскочил из своего горшка, весь в нетерпении разрушил защиту Жайо, а заодно еще и пронзил Пэймина своим лезвием. Тот, кажется, намеревался вынуть меч из своего тела, но Жунгуан встал на месте, не сдвигаясь ни на волос, и заголосил: «Даже не думай. Прими свою смерть, Пэймин», сжав зубы, позвал: «Советница Бань Юэ». Другой горшок еще цел. Сюаньцзи и Жунгуан объединили силы для атаки, а если к ним прибавится еще и Кэмо, Пэймин с Бань Юэ потерпят полное поражение. Бань Юэ отозвалась: «Цел». Кэмо еще внутри, обстановка сложилась критическая, и Селянь от волнения почти ускорил шаг, но тут Хуачен неожиданно остановился. Селянь тоже застыл, обернулся и удивленно позвал: «Сань Лан». На тыльной стороне ладони Хуачена сидела другая призрачная бабочка, которая, кажется, тихонько сообщила хозяину о каких-то новых обстоятельствах, потому что Хуачен, дослушав, поднял голову и произнес: «ГГ, не переживай. Думаю, нам не стоит так торопиться». В храме тем временем меч Мингуан, в который вселился Жунгуан, пронзил грудь Пэймина насквозь. Сюаньцзи, подобно красной ящерице, схватилась за его сапог и поползла вверх по ноге. В платье, с ее макияжем и призрачным огнем на голове, она полностью оправдывала образ обезумевшей демоницы. Пэймин закричал: «Ты мой ненаглядный Пэй! Мой ненаглядный Пэй!» Бормотала Сюаньцзи. Ее покалеченные ноги и вообще все тело, изогнувшись змеей, теперь обвелось вокруг Пэймина.
Неизвестно, что она хотела выразить этим, желание со стервенением его придушить или же крепко обнять. Тут демоница краем глаза увидела Пэйсу, которого защищал Пэймин, и вспомнила, как этот равнодушный потомок Пэймина заточил ее под горой. «Мелкий выродок!» — прошипела она сквозь зубы. Мгновение, и острые когти ринулись в атаку, но откуда ни возьмись появилась чужая рука, которая заблокировала удар. Обе схлестнувшиеся руки были одинаково бледными. Приглядевшись, Сюань Цзи увидела Бань Юэ, а присутствие подле Пэймина другой женщины лишь сильнее распалило пожар в ее сердце. «Я еще не забрала твою жизнь, мелкая мерзавка. А ты сама явилась за смертью», другая рука демоницы тут же потянулась к голове Бань Юэ. Но девушка была совсем не такой, как те невесты, которые покорно ждали смерти от руки злого духа. И другую руку Сюань Цзи она тоже успела схватить ровно за запястье. При жизни Сюань Цзи прекрасно знала, что многие мужчины не годятся в подметке ей, женщине-генералу. А что до женского пола, и демониц, и простых смертных девушек ждала одна участь — быть прижатыми к земле и терпеть избиение. Сюань Цзи никак не ожидала, что эта девчушка, с виду хрупкая и слабая, будто бы одно дуновение ветра может сбить ее с ног, на самом деле обладает столь пугающей силой. И, похоже, скрытая в ней сила превосходила даже саму Сюань Цзи. Бань Юэ не просто намертво заблокировала обе руки женщины, но когда их взгляды встретились, Сюань Цзи содрогнулась. Глаза девчонки горели таким убийственным намерением и мощью, будто на демоницу неслась песчаная буря, сверкающая острыми клинками. Сюань Цзи невольно вспомнила поле битвы, ее сердце дрогнуло, и она резко вырвалась из захвата, бросив запястье. Бань Юэ схватила Пэйсу и, пользуясь силой броска Сюань Цзи, отлетела на несколько чжанов, легко приземлилась и воскликнула: «Отпусти генерала Пэ!» Жунгуан изнутри меча подал голос: «Пэймин, а ты имеешь все такой же успех у женщин. Видел? Две демоницы подрались за тебя из ревности». Ха-ха-ха, Сюань Цзи, кроваво-красным удавом обвившись вокруг Пэймина, обеими руками схватила его за горло и со злостью бросила: «А твоя маленькая любовница оказалась не лыком шита». Пэймин, откашливаясь кровью, ответил: «Ничего подобного. Она мне не любовница». Еще и отпираться вздумал. «Если нет, то почему она велела мне тебя отпустить? Да будь здесь моя родная мать, она бы то же самое тебе велела. По-твоему, выходит, моя мать тоже моя любовница, и если Пэймину кого и винить, то только самого себя, кто заставлял его по поводу и без называть девушку глупышкой». Сюань Цзи теперь ни за что ему не поверит, ревность свела ее с ума. «Что? Не желаешь признавать? Но ты же с таким милым прозвищем к ней обращался. А ведь раньше всегда признавал, если появлялась новая фаворитка. Наплевав на мои чувства, ты рассказывал мне об этом, а знаешь, какую боль ты мне причинял. Почему же теперь в другом отпираешься? Не как генерал Пэй стал бояться смерти. Или правда настолько ее полюбил, что не можешь позволить мне и пальцем ее тронуть?» В дальней стороне храма Селянь увидел все происходящее своими глазами. Ему показалось, что нельзя дальше просто стоять и смотреть. Принц обернулся и спросил: «Сань Лан, может быть, все-таки придем им на помощь?» Но Хуачен улыбнулся: «ГГ, нет нужды спешить. Кое-кто выйдет на сцену вместо нас. К тому же, даже если мы сейчас присоединимся, Сюань Цзи все равно не ослабит хватку». И он был прав, покуда у противника заложник, действовать им весьма несподручно. Инь-Юй и спасенные крестьяне тоже заволновались, наблюдая за боем, и принялись переговариваться. Да уж, кажется, любовь породила в этой демонице ненависть, а она вот-вот окончательно выйдет из себя. А я думаю, нет. Не сможет она его придушить. «Будете семечки, отсыпь мне еще горсть, благодарствую». Селянь поразился: «Неужели в такой момент у вас есть настроение щелкать семечки, ваше высочество? Но ведь вы и сами съели немало, а?» Только сейчас Селянь заметил, что, пока был полностью погружен в происходящее, взял у кого-то предложенную горсть семечек и уже расправился с ней. Принц закрыл лоб ладонью и проговорил:
вот ведь как некрасиво получилось, Пэймин уже не выдерживал. Сюаньцзи, ты не могла бы перестать чуть что, сразу мыслить в таком ключе. Столько лет уже прошло, неужели нельзя просто расстаться по-хорошему? Ну зачем это все? Сюаньцзи сжала его шею еще сильнее, ее прекрасные глаза широко округлились. Нельзя. После всего, что ты натворил, хочешь расстаться по-хорошему? Не выйдет, Пэймин вздохнул. Ты и правда, ни капли не изменилась. Именно поэтому у нас не получилось бы ничего. Лицо Сюаньцзи рывком оказалось прямо возле его глаз, а она в гневе ответила, поэтому. Почему же? Я недостаточно красива. Но ты говорил, что я красавица. Я не передала тебе карты расстановки войск и тайные сведения о государстве Юйши. Но ты сам отказался принять их. Я недостаточно тебя любила. Ты сказал, что тебе не по нраву моя гордость, и я даже от своих ног отказалась. Кто стал бы любить тебя сильнее? А что же ты сам? За несколько сотен лет даже взглядом меня не удостоил. Когда ты приходил повидаться со мной? Пэймин оттолкнул ее лицо, оказавшееся слишком близко, и бросил. Я не приходил именно потому, что знал, увидев меня, ты сойдешь с ума. Сюаньцзи схватила торчащий из груди Пэймина меч Мингуан, вонзила еще на пару цуней глубже и только потом вытащила. Пэймин снова закашлялся кровью, отплевываясь большими глотками. Глаза Сюаньцзи ярко сверкнули, а она закричала: «Говори! Сейчас же поклянись своим именем небесного чиновника, что отныне и впредь ты навеки только мой. Поклянись, что никогда не посмотришь на других женщин, а если посмотришь, то пусть сгниют твои глаза». Жунгуан злорадно подначивал: «Говори же, Пэймин. Так ты сможешь спасти свою никчемную жизнь». Пэймин забранился: «Захлопни пасть. Черт тебя подери. Не довелось мне погибнуть ни на поле брани, ни от удара величайшего меча Майговека, но никак не думал, что приму смерть от руки сумасшедшей демоницы». Не получив желаемой клятвы, Сюаньцзи окончательно вышла из себя и схватила Пэймина за затылок. Селянь не мог больше ждать, его рука опустилась на рукоять фансиня за спиной. «Сань Лан, мне кажется, дело приняло совсем опасный оборот. Поспеет ли тот спаситель, о котором ты говорил? Если нет, то лучше я приду на помощь первым. Хуачен, поспеет. Смотри, ГГ, вот и он». Только он это сказал, и доведенная до белого коленя Сюаньцзи будто окаменела. Казалось, кто-то применил к ней заклинание оцепенения, и выражение лица, и ее движения застыли. Пэймин, которого она успела проткнуть уже 5, а то и 6 раз, заплевал кровью всю землю вокруг. Но тут из темноты вдруг раздался отчетливый стук копыт. Цок, 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 спокойно и без спешки. Еще немного, и их взором предстал черный бык, несущий наездника. Наездником оказалась девушка в темно-зеленом платье, со спокойным лицом и ясным взглядом. Она неторопливо приближалась, чуть приподняв голову, словно вглядывалась куда-то вдаль. Пэймин замер и окровавленными губами проговорил: «Государыня Юйши». Девушка едва заметно склонила голову и посмотрела на него. Взгляд ее нисколько не изменился, однако она с легкой улыбкой кивнула, возвращая приветствие. Селянь тоже был поражен: «Государыня Юйши». Хуачен, верно. Нынешний повелитель дождя верхних небес, 16-я принцесса государства Юйши, Юйши Хуан. А также последняя государыня Юйши.